Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийский сезон 2021-2022. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России не включил олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в состав национальной команды на сезон 2021-2022, об этом сообщил генеральный директор Федерации Александр Коган. Татьяна Тарасова, Мария Бутырская, Наталья Бестемьянова, Максим Траньков, Ирина Роднина, Алена Леонова отреагировали на отсутствие в составе сборной России Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийский сезон 2021-2022. Успешным признано на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России выступление наших спортсменов в минувшем сезоне. В спортивных парах и танцах, как и в одиночном катании у женщин, на Олимпиаду завоеван максимум путевок, по 3. У мужчин, пока 2, но и 3 по новым правилам можно добиться на уже назначенных квалификационных соревнованиях. А завоевав командный Кубок мира, сборная получила право на участие в командном олимпийском турнире. На Олимпиаду нацелены все усилия, и уже утвержден состав тех, кто будет бороться за право поехать в Пекин. В каждом из 4 видов по 6 основных кандидатов. У женщин строго по алфавиту. Это Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и, конечно, чемпионка мира Анна Щербакова. У мужчин – Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мазалев, Александр Самарин и Евгений Семененко. Предвидя очевидные вопросы, замечу, что есть и резервный состав, которому тоже ничто не помешает поспорить с основным. Здесь Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниэлян. В танцах все более очевидно. Это 3 первых дуэта: Виктория Синицына, Никита Коцалапов, Александра Степанова, Иван Букин, Тиффани Загорски, Джонатан Гурриера. Относительно схожая картина с лидерами у спортивных пар: Анастасия Мишина, Александр Галямов, Александра Байкова, Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Именно фигуристы первыми начнут борьбу в Пекине. С 4 февраля командный турнир, за ним и остальные 4 вида, которые продлятся до 20-го. Возможно, непосредственно к Олимпийским играм спортсменам предстоит готовиться в Красноярске. Отличные условия для тренировок и проживания, климатические условия и часовой пояс схожи с пекинским, да и до столицы Китая всего пару часов лета. Вероятно, стоит надеяться, что в Олимпийские дни между Красноярском и Пекином будут летать специальные чартеры. Так что времени на акклиматизацию терять не придется, а в нынешних условиях это очень важно. Ведь судя по предстоящей Токийской Олимпиаде, и в олимпийскую деревню Пекина спортсменам предстоит заехать лишь за несколько дней до состязаний, а уехать через пару суток после окончания. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России не включил олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в состав национальной команды на сезон 2021-2022, об этом сообщил генеральный директор Федерации Александр Коган. Списки были вчера утверждены исполкомом, они будут опубликованы Министерством спорта, сказал Коган. Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет, они не вошли в состав в соответствии с критериями Министерством спорта. Загитовой 18 лет, помимо золотой медали Олимпийских игр 2018 года в личном турнире, в ее активе серебро и игр в командных соревнованиях. Кроме того, она по разу выиграла чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при, также она завоевала серебряную медаль Европейского первенства. Фигуристка приостановила карьеру в 2019 году. В активе Медведевой, помимо 2 золотых медалей чемпионатов мира, 2 серебряные награды Олимпийских игр в одиночном катании и командный турнир, бронза мирового первенства, 2 золотые и 1 серебряная медаль чемпионатов Европы, 2 победы в финалах Гран-при. В прошлом сезоне она приняла участие в контрольных прокатах сборной России,
однако не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и вирусной инфекции. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Татьяна Тарасова отреагировала на отсутствие в составе сборной России Алины Загитовой и Евгении Медведевой. «Я могу сказать так, все по-честному», — заявила Татьяна Тарасова. Чемпионка мира Мария Бутырская высказалась на отсутствие в составе сборной России Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Они практически не соревновались, все, что у них было, шоу-прокаты, это не соревнования. Другие в это время в спортивном плане пахали, работали на результат и завоевывали медали. Мне сложно продумывать за них, какие у них планы в голове. Обычно, когда спортсмен пропускает предолимпийский сезон, то и на Олимпиаду он не едет, в этом сезоне люди готовятся к Олимпийским играм. Я не знаю таких вариантов, чтобы в Олимпийский сезон люди возвращались. Может быть, такое возможно, но так не делают, сказала Бутырская. Также Бутырская считает, что Медведева и Загитова при должной работе могут вернуться в любой момент. Девочки заслуженные, они много сделали для нашей страны и фигурного катания. Видимо, планов на Олимпийские игры у них нет. Это ничего не значит, они могут вернуться в любой момент при должном отношении. Камбэк можно совершить всегда, если ты очень хочешь, добавила Бутырская. Наталья Бестемьянова отреагировала на отсутствие в составе сборной России Алины Загитовой и Евгении Медведевой. О каком первенстве мира может идти речь, если они не прошли отбор чемпионата России? Женя и Алина должны пройти национальный турнир. Сейчас они проиграют тем девочкам, которые будут бороться с ними, это очевидно. И это не новость, Женя и Алина уже завершили карьеру фигуристок. Послушайте, они занимаются своей профессиональной карьерой, снимаются в рекламе, принимают участие в шоу. Фигурное катание – спорт номер один, а у них работы через край. О какой спортивной карьере тут можно говорить, сказала Бестемьянова. Тренер Максим Троньков считает логичным решение не включать Медведеву и Загитову в состав сборной России на предстоящий сезон. Ни одного критерия отбора не выполнено. Карьера у них приостановлена, в планах выступления в ледовых шоу. Я видел списки ледовых шоу Ильи Авербуха, в которых присутствует Евгения Медведева. Логично, что без летней подготовки вряд ли возможно участие в сезоне. Я не помню, чтобы был такой прецедент в истории, когда после участия в ледовых спектаклях кто-то по ходу сезона возвращался в профессиональный спорт и выигрывал потом Олимпиаду. Обычно это происходит после сезона. Меня отсутствие Загитовой и Медведевой в списке сборной не удивило. Ирина Роднина оценила непопадание олимпийской чемпионки Алины Загитовой и чемпионки мира Евгении Медведевой в состав сборной России. Сборная определяется по результатам предыдущего сезона, а какие могут быть вопросы? Сборная – это не элитный клуб, сборная – это результат. Завершение карьеры – это решать спортсменкам и тренерам, сообщила Роднина. Алена Леонова поделилась мнением по поводу состава сборной России. Абсолютно согласна с женским составом, никаких вопросов по нему у меня нет. Косторная не показала хороших результатов в этом сезоне, поэтому в резерве, и для нее это тоже хорошо. Нахождение в резерве будет ее дополнительно мотивировать, есть к чему стремиться. Та же Усачева показывала стабильное катание весь сезон и, безусловно, заслужила это место больше, чем Косторная. Загитова и Медведева не стартовали в этом сезоне, но думаю, что в уме их, конечно, держат, возможно, кто-то вернется из них в этом сезоне. Верю ли я в это? Я больше верю в силы Евгении Медведевой. Она может выступать с новой энергией, если восстановится за это межсезонье. Зная характер Загитовой и Медведевой и их тренера, если они реально будут оценивать свои силы, то будут делать все возможное для этого. Главное, чтобы было здоровье, сказала Леонова.